Город Гродно любим горожанами и привлекает туристов своей необычной архитектурой, узкими улочками, необычными инсталляциями и памятниками. Здесь все время что-то происходит. Фестивали, городские праздники, уличные музыканты, королевские замки, театральные постановки и музеи. Музеями город особенно богат, но сегодня в этом выпуске я покажу вам несколько бесплатных музеев нашего города, посетить которые вы можете, не потратив ни копейки, но от этого они не перестают быть необыкновенно интересными, и некоторые из них были открытиями даже для меня. Ну что ж, я надеюсь, смогу вас удивить, и если заинтересовало, то присоединяйтесь. Этот музей, конечно же, знаком гродненцам и туристам, и многие не раз здесь бывали. Раньше вход в музей и съемка были платными, чисто символическая плата, что-то около 2 рублей, насколько я помню. Сейчас же посещение сделали бесплатным, но тут можно заказать интересную экскурсию по экспонатам музея с дегустацией чая собственного производства. И здесь регулярно проводят экскурсии для туристов. Пока я только снимала, при мне записалась группа, позвонив по телефону. Так что музей действительно интересный, но, конечно же, при условии, что вы немного знакомы с историей, и тогда читать надписи на экспонатах вам будет уже очень интересно и увлекательно. Чего тут только нет. Экспонаты музея собирались в увлекательную коллекцию не один год и постоянно пополняются. Что-то принадлежит 18, 19, 20 веку, а есть экспонаты, созданные и в наше время, специально для музея. Например, в музее есть витрина с экспонатами, которые входили в обязательный перечень аптечки солдат Вермахта во Второй мировой войне. И если помните по истории такое слово «блицкриг», то тогда сразу все поймете. Поясню. Немецкие войска 10 мая 1940 года начали наступление на Францию, и в результате стремительного наступления немецких войск, использовавших тактику молниеносной войны, так называемый блицкриг, англо-французские войска потерпели сокрушительное поражение, и 22 июня Франция вынуждена была подписать перемирие. В итоге страны Бенилюкса и большая часть территории Франции были оккупированы. Тогда такой молниеносный штурм, когда немецкие войска за 3 дня без остановок вели наступление, ошеломил всю Европу, и Гитлер объяснял это превосходством арийской нации. Но на самом деле секрет кроется вот в этой маленькой коробочке. Да-да, это сильнодействующее вещество, в 5 раз сильнее. Называю аккуратно, потому что YouTube не любит такие слова и видео могут удалить, поэтому загуглите название коробочки. Таких доз было выпущено 35 миллионов, и они имелись у каждого солдата. Благодаря этому человек мог не спать от 3 до 5 дней и постоянно двигаться. Есть в интернете фильм, называется вот это слово и дальше «Блицкриг Гитлера». Посмотрите, много нового узнаете. И все это есть у нас в музее, представляете? Вот даже такая маленькая коробочка может рассказать невероятную историю. Что уже говорить об остальных экспонатах? Коробочка пустая, если что. Здесь есть и буклеты фирмы «Нивея» начала 20 века, и баночки с зубным порошком «Лаколют», компании, известные сегодня своими зубными пастами, и всем этим экспонатам более 100 лет. Есть капельницы с физраствором, они стеклянные и запаянные, после использования должны были идти на переплавку. Есть интересный микроскоп, непонятно кем усовершенствованный, внизу кто-то самостоятельно приделал лампочку. Старинные книги 18-19 веков, фотографии гродненцев на фоне аптеки во время Второй мировой войны и начала века, гербарии, собранные лично Елизой Жешко, инструменты XVI века, которые использовались при вскрытии короля Стефана Батория. Знаете же, что первое вскрытие человека на территории Западной Европы было произведено в нашем городе Гродно. Много удивительных и интересных экспонатов хранит эта аптека-музей. Не поленитесь читать пояснительные надписи, а иногда и гуглить информацию. И поверьте, вы захотите прийти сюда не раз, потому что изучить и переварить всю эту информацию, представленную здесь за одно посещение, просто невозможно. Ну или берите экскурсию, и тогда многое откроют вам работники аптеки.
Потому что буквально о каждом экспонате они могут рассказать что-то интересное. Даже вот о такой маленькой гравюре на стене, где изображен аптекарь за прилавком аптеки. И даже этот экспонат, если внимательно его рассмотреть, расскажет массу удивительных фактов. Здесь также есть отдел с сувенирами и наборами чая собственного производства. Так что каждый найдет здесь что-то необычное и интересное для себя. Следующий бесплатный музей, про который я совершенно не знала, это музей почты, который находится в здании главпочтампа, что на улице Карла Маркса. Это сейчас все просто и доступно. Заказал посылку, и она пришла в почтомат. А когда-то посылки и письма, которые писали от руки, разносили почтальоны. Не зря здесь стоит почтальон Печкин из мультфильма про деревню Простоквашино. Музей находится вот здесь, где написано «Магазин почтовик». Поштовик по-белорусски. И работает со среды по воскресенье, выходные дни, понедельник и вторник. Как зайдете, сразу дверь налево. И чего тут только нет. Здесь собраны экспонаты и рассказана история создания почтовой службы еще с 1802 года, когда в России, на территории которой находилась в то время город Гродно, был учрежден почтовый департамент. Но это если очень вкратце. Приблизительно до 1830 года штемпеля клеймения писем Гродненской почты несли очень мало информации. Штемпель сообщал только место подачи корреспонденции – Гродно. Позже штемпеля были усовершенствованы, появилась дата, текст стал двустрочным, и 10 декабря 1857 года опубликован циркуляр номер 3 почтового департамента, в котором сообщалось о введении в России почтовых марок. Первая почтовая марка в России достоинством в 10 копеек была выпущена 10 декабря 1857 года. Марки, письма и другое, многое можно рассмотреть здесь в музее. А вы знали, например, такой факт, что в годы Первой мировой войны воинская корреспонденция пересылалась бесплатно, если на ней имелась печать воинской части? Или вот еще факты из музея. 18 марта 1921 года в составе польского государства была включена Западная Беларусь, и 1 октября 1918 года, после освобождения Польши от кайзеровских войск, началась организация польской почты, телеграфа и телефонии. И вначале руководством организации почты занималось Министерство внутренних дел. А 1 мая 1922 года представительство дирекции почты и телеграфа было переведено из Гродно в город Вильнюс. И за время оккупации почтово-телеграфные учреждения Гродненщины были закрыты, работали в основном полевые почты, и основная масса населения не могла пользоваться услугами почты и телеграфа. Хотя в июне 1920 года в Виленской дирекции почты и телеграфа имелись только 4 почтовых телеграфные учреждения – Вильнюс, Гродно, Кобрин и Волковыск. И дирекция почты и телеграфа в Кракове в 1926 году издавала учебник «Почтовые правила» для пользования почтовыми служащими. В начале каждого года Генеральная дирекция почты и телеграфов издавала служебный дневник. В нем находились приказы на открытие, закрытие, переименование отделений, все за прошлый год. И какую ценность имели почтовые удостоверения, почему выпускались наградные значки и как выглядели почтовые бандероли. Все это и многое другое здесь есть в музее. Все экспонаты подписаны, везде даются пояснения и написаны исторические справки. Здесь она описана в музее с 1802 года и до наших дней, так что, посетив этот музей, можно узнать множество удивительных фактов. Буду публиковать у себя их в телеграм-канале, так что заходите, подписывайтесь. Возможно, кому-то будет интересно. Почтовые марки, открытки, конверты и сувенирную продукцию по тематике почтовой службы здесь можно купить на месте. Так что обязательно заходите, не пожалеете.
Следующий относительно бесплатный музей – это музей, который не так давно открыли в Гродненской хоральной синагоге. Почему я его включила в список бесплатных? Все просто. Его действительно можно посетить без оплаты каждую субботу с 14 до 18. В обычные дни для взрослых и детей он платный, стоимость разная, читайте, смотрите, изучайте. Но музей очень интересный. И по мере ремонта и открытия новых помещений в синагоге открываются новые залы с экспозицией. Например, не так давно был открыт зал, посвященный праведникам мира. Орденом «Праведник народов мира» израильская организация Яд Вашем награждает людей, которые ценой риска для собственной жизни спасли кого-то из евреев в годы войны. Таких фамилий и семей у нас в Гродно 6. Наумюки, Пухальские, Толочка, Гавроник, Сидорович и Данилевич. На стендах можно почитать о них подробно и о том подвиге, который они совершили в годы войны. Знаете, очень просто быть добрым, сочувствующим, милосердным, но проявятся ли эти качества в минуту опасности, останешься ли ты по-прежнему добрым и милосердным к еврейскому мальчику, например, который постучал в твою дверь, или не откроешь, боясь за свою жизнь и жизнь своих детей. Вот поэтому то, что совершили эти люди, называется подвиг. Они все были награждены орденами праведников народов мира. И в Иерусалиме есть аллея именных деревьев, посаженная по числу праведников мира. Есть здесь и стенд, посвященный Лизе Чапник. Была такая девушка, которая участвовала в сопротивлении, которая была организована сначала в гетто, а после помогала сопротивлению на территории Польши. Естественно, с ежечасным риском для собственной жизни. Есть у нас в Гродно книга, издана нашей гродненкой Мариной Шепелевич. Называется «Путь девушки из Гродно». Вот как раз о подвиге Лизы Чапник. Архитектура синагоги удивительно красива. Белые залы с высокими потолками, украшенными барельефами, каждый из которых несет какой-то смысл. В 1978 году раввин Мордехай Яф. Так было написано на табличке, которая висела здесь, у входа в синагогу. Что такое синагога? Синагога – это еврейское культовое сооружение, предназначенное для чтения Торы и молитв. Ее еще иногда называют малым храмом. Именно малым храмом, потому что у народа Израиля есть только единственный храм для единственного Бога, и он может быть только в одном месте – в Иерусалиме на Храмовой горе. Первый храм был разрушен вавилонянами, а второй – римлянами около 2000 лет назад. Приведена цитата из 16-го псалма: «Представляю Господа перед собой всегда». Есть фотографии великолепного Арон-Кодыша, который стоял здесь до войны. Наш ковчег сейчас находится слева, и мы планируем сделать новый, подобный тому, который был здесь до Холокоста. Здесь также есть макет района Большой Троицкой улицы, какой она была до войны. На этом макете, только в этом районе, около 10 синагог. А всего в городе было более 40 синагог. Это здание было центром еврейской религиозной жизни в Гродно. Как можно видеть, вокруг Большой хоральной синагоги было множество других. Если вы придете в синагогу с целью посещения музея, вам включат фильм
в ознакомительных целях, где расскажут немного истории, немного фактов из прошлого и настоящего, объяснят название некоторых элементов декора и интерьера зала. В общем, приходите. Музей действительно интересный. И такой, знаете, заставляющий задуматься о многих вещах, а это, согласитесь, немало. В бесплатные дни, я думаю, здесь будет много народу, но, как говорится, что-то за что-то. Но музей рекомендую. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам понравилось. Было интересно и полезно. Пишите в комментариях, может, кто-то знал об этих музеях, бывал здесь, а может, кто-то открыл для себя что-то новое впервые и захочет прийти и посетить один из этих музеев. В общем, ставьте лайки, если видео понравилось, пишите ваши комментарии. Ну а я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!